Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев на связи прямо сейчас, политолог. Александр, приветствую вас. Здравствуйте, рад видеть и слышать. Да, взаимно. Александр, начать наш разговор я предлагаю все-таки с внутриукраинских дел. Развивается история вокруг Тимошенко. Неистово она защищает себя, говорит, что «эх вы, собственно, коррупционеры, Зеленский, вор». Систему вот такую построил. Ну, а ее, конечно, оболгали. Вышли все депутаты к трибуне Рады и говорят, мы единственная оппозиция. Ну, по десятке в месяц, собственно, это видно. И, ну, наверное, знаете, как-то вот как-то аж руки опускаются. Причем никто не мог поверить поначалу, что как Тимошенко сама. Да, Тимошенко сама эти пачки денег. Коломойский даже не поверил. Говорит, что это сущие копейки. Насколько это событие вообще важное? И не прикрывают ли этим событием, ну, такие достаточно плохие дела, в которых оказалась политика украинская? Событие важное с точки зрения понимания того, что такое украинская политика сейчас, что такое патриотизм, да, что такое оппозиция, да, которая себя таковой называет, кем является Юлия Владимировна, что она мало чем отличается от Цукермана и Миндича, да, от Зеленского. Собственно говоря, это одно и поле ягоды. То есть мы увидели фактически в доказательном смысле, да, чем занимаются сейчас народные депутаты. Но, знаешь, со стороны Зеленского винить Тимошенко, да, либо со стороны его окружения тоже как-то кощунственно, потому что там, где она учится, они преподают. То количество денег, которое она раздавала, даже Коломойский засмеялся. Говорит, сколько? 40 тысяч долларов, говорит, и ради этого устроили кипиш и побеспокоили пожилую женщину. Это у нее эти деньги, что, говорит, она больше нажила за все время. Хотя Юлия Владимировна – это пример украинского политика, который на себя никогда и ничего не записывает. Да? У нее декларация такая убогая. Эта женщина на самом деле, ну, сродни украинских олигархов. Она уже, ну, где-то, наверное, лет 30, может, больше в украинской политике находится. Дела с Лазаренко, газовые дела, то есть транзиты и прочие вещи. Это колоссальные деньги. Днепропетровский клан, да, откуда она, собственно говоря, вышла и попала в политику. Довольно влиятельная женщина, довольно влиятельный политик украинский. То, что она запалилась, есть такое ощущение, что нюх потеряла, да, потому что действительно лично сама давала какие-то взятки, о чем-то разговаривала, ее зафиксировали, записали, казалось бы, с таким уже опытом, да, такой прожженный человек в политике должен был понимать, что его могут фиксировать, особенно во время пленок НАБУ, когда фиксируют всех, когда даже очистители воздуха, да, дочери приносят домой, а там оказываются жучки, НАБУ и САП. Вот. Но Юлия Владимировна сдает. То есть она сдает, видно, что уже усталость накопилась политическая, и она, наверное, решила сделать рывок очередной, перекупить часть депутатов, чтобы они проголосовали за те назначения, которые будут интересны блоку блоку Батькивщине, вот, и самой Юлии Владимировне. Но не тут-то было, да, ее спалили, и сейчас эта тема раскручивается как коррупционный скандал. Конечно же, ее стратегия и линия защиты строится вокруг того, что это политическое преследование, что она единственный оппозиционер в Украине. И сомнений нет, действительно, она единственный после Петра Алексеевича, который сказал, что нужно підтримати президента и никаких выборов не проводити, да, армия мова віра и Зеленский. Вот Тимошенко может после Порошенко и Бойко идти. Такой Гомер, Мильтон и Паниковский, собственно говоря, да, в украинской политике. На самом деле, по политическим преследованиям людям вменяют не коррупционные статьи, не статьи о подкупе либо даче взятки для должностного лица с целью получения неправомерной выгоды, а статьи 111, 109, 110, да, все статьи, которые шьют по государственным изменам, это политические преследования в большинстве своем. А коррупционные дела – это коррупционные дела. Я
когда общался с Николаем Яновичем, он мне говорил, что в бытность его власти, значит, 4000 страниц уголовного дела было заведено на Юлию Владимировну Тимошенко. Только вдумайтесь, 4000. То есть, там женщина имеет талант, да, то есть, причем талант такой, который не вкладывается даже в одном томе уголовного дела. То есть, там 4000 страниц. Собственно говоря, она по этой стези дальше продолжает идти. Получит ли она второй или третий, как некоторые мои коллеги говорят. Говорят, что еще во время Кучмы у нее там первый, да, короткий, такой маленький-маленький срок был, да, потом... Сорочок. Да, срачок был. Вот. Получит ли она третий? Ну, будем посмотреть. Но хрестоматийно и показательно то, кто сейчас в парламенте Украины сидит, чем они занимаются, прикрываясь, конечно, патриотичностью. А, Кто стоит за этим? Вот сейчас же как мнения разнятся. Одни говорят, что это американцы на самом деле там бьют по Тимошенко, да, и это вроде как выгодно Зеленскому. Ввиду политических причин, да, все сразу говорят, что за этим стоит, понятное дело, Ермак, там, офис. Кто-то говорит, что просто набушники мстят. Она же автор пламенных речей скажем так, в адрес НАБУ о том, что это, ну, в общем, нужно их ограничить, это внешнее управление и так далее. Но по большому-то счету есть версия, что вообще депутаты, а, ну, перестают быть депутатами даже в понимании вот этом, в котором они сейчас пребывают. И что имеется в виду? Некоторые из них, ну, не возвращаются. Посмотрите, сколько было отсутствующих. Достаточно много. Отсутствующих не просто кнопку не нажал или там вышел на перекур, а вот прям за границей находятся определенные и слуги, и не слуги. И меняется формат вообще принятия решений в парламенте. Ясное дело, что меняются сферы влияния. Уже не так ты себя чувствуешь народным депутатом, как чувствовал до этого момента. Но, тем не менее, решения проходят. И вот тут я хотел бы, чтобы вы проанализировали, попробовать проанализировать, да, вот этот момент с обнулением или переподчинением Рады в целом, не только Тимошенко, а в целом парламента, со стратегией и со спецификой кадровых назначений, которые там, ну, не с первого раза, да, но все-таки прошли. Шмыгаль, который там сейчас отвечает по энергетике за чрезвычайную ситуацию, объявленную Зеленским. Федоров, который говорит, я разрушу старую советскую систему армии, то есть теперь будет KPI, эффективность, мы там создали штурмовое подразделение дронов. Короче, вкалывают роботы, а не человек. Насколько за вот этими событиями, политическими, громкими, яркими, разрастающимися в соцсетях, можно разглядеть суть? Вот к чему готовится страна, да? Под что она перестраивается? Знаете, начну с того, что не возвращаются. Когда-то Высоцкий пел, да, что возвращаются все, кроме близких друзей и самых преданных женщин. В данном случае у Зеленского та же история. Куда-то там Юзик подевался, да, и все остальные сотоварищи, Миндичи, Цукерманы и другие ребята, которые успели уехать за границу. Понятно, что они не вернутся, да и возвращаться им незачем и некуда. В принципе, они прекрасно понимают, что на каждом есть огромная папка с компроматом. НАБУ, САП, ВАКС, вся инфраструктура, да, антикоррупционная, параллельной юстиции. Здесь Тимошенко, кстати, правду говорит, тут чё кривить душой. Это элемент внешнего управления, который напрямую отчитывается ФБР и подчиняется другой стране, который в Украине поставлен был для того, чтобы фиксировать правонарушения, да, и прочие вещи, и складировать это все в папку, чтобы потом использовать в качестве компромата и давления. В данном случае это дело, которое сейчас развернули для Тимошенко, показали, что на нее есть очень серьезный компромат, и она может действительно уехать. Уедет ли она по этой ситуации? Может быть, нет. Скорее всего, она договорится и сейчас начнет качать, что это политическое давление. Но в кулуарном смысле, не в публичном смысле,
с ней ведут уже переговоры и ей объясняют, где ее место и чем она должна заниматься, что она немножко заигралась. Да? Если власть у Зеленского сыпется, это не значит, что эта власть должна сыпаться в ладони Тимошенко или Порошенко. Она сыпется для других людей, и почва подготавливалась для того, чтобы эта власть переходила в руки других людей. И фамилия Тимошенко там уж точно не звучала. Поэтому указали женщине на ее место, да, и сказали, будешь дергаться, будут с тобой поступать следующим образом. Опыт у тебя имеется, а рецидивистам больше дают. Вот, это такой момент. Следующий, насчет Федорова, да, и насчет всех остальных. Я смотрел его выступления, читал его пункты. На самом деле это не план действий, это речь с броневика. Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму. Да? Автомобиль – это не только роскошь, это средство передвижения. Ну, то есть классика жанра «сделаем Нью-Васюки из Министерства обороны, привлечем больше международной помощи, то есть наполним бюджеты, создадим собственное ПВО». Здесь у меня челюсть отвисла, да, он вообще понимает, что такое создание ПВО, да, почему многие страны мира не имеют своего эффективного ПВО, богатые страны мира, которые за свои деньги живут. Почему в Германии патриоты стоят, и она закупает, да, помимо там наличия каких-то систем. То есть от КБ, конструкторского бюро, до выпуска ПВО очень длинная цепочка, очень большая технологическая карта, и сотни, не миллионов, а сотни миллиардов вложений. Как минимум тебе и станки нужны, да, тебе нужно понимать, что... Ну, это очень сложный трудоемкий процесс. И ПВО не производится за полгода или за год. Это на десятилетия план по перевооружению. И то с наличием уже какого-то базового ПВО. То, что предлагает Федоров, это афера очередная. То есть он хочет, ну, у меня есть ощущение, что возьмут старые С-300 советские, если таковые остались, перекрасят их в другой цвет, я думаю, в цвет зеленый, ведь зеленый цвет – это цвет рухнувшей надежды, да, и назовут как-то, не знаю, там, Смерека, там, Булава, ну, якось по-українськи, щоб патріотично було, там, вышиванка, так, например, да, ну, было бы неплохо. И скажут, что это новое ПВО. Что касается, там, искусственного интеллекта, робототехники, мысль правильна, да, до реализации невозможна в нынешних условиях. Ну, понятно, что сейчас весь мир переходит на робототехнику, производство дронов, минимизация участия человека в боевых действиях напрямую. Мы видим в Китае, мы с вами в прошлый раз обсуждали, да, эти видео гуляют, что уже гуманоидные роботы, гуманоидные дроны, да, которые будут, конечно же, применяться и в оборонке. То есть, ну, такой терминатор, да, возвращения. То есть, на самом деле, это ближайшее будущее. Но это ближайшее будущее развитых государств, у которых есть деньги, есть наука и есть ресурсы. Украина в этом смысле не имеет ни первого, ни второго, ни третьего. Поэтому все рассказы Федорова – это в пользу бедных. То есть на самом деле ничего он воплощать из этого не будет. Зеленский ему поставил космические задачи, вот обрисовал, что тот должен делать, как он должен повлиять на фронт, практически прикладной смысл, как Федоров может повлиять на фронт, что он может там реформировать. Бумаги убрать, перевести фронт в смартфон, так ЧАЭС в энергетике, света не будет, электроэнергии не будет, интернет может пропасть. То есть, а что, если бумаги пропадут? Ну, тогда он диверсант, получается. По поводу чрезвычайного положения, Киев, конечно, киевляне в шоке, Днепр в блэкауте, многие другие, собственно, ну, города, да, вот сталкиваются с тем, что закрываются супермаркеты, то есть ты фактически, ну, и переходят на то, чтобы супермаркеты работали по часам, ну, то есть какой-то период времени. Зеленский нам говорит о том, что в некоторых регионах, где это возможно, скорректируют графики комендантского часа. Я честно вам хочу сказать, я вот прям искал здравое зерно в этом решении. Ну, например, убрать комендантский час в какой-нибудь области. По идее, в принципе, ну там, да, хорошо. Есть война нам дала подземную жизнь, ну там школы, там театры подземные, вот это вот все. Харьковчане не идут собрать. Теперь, получается, нам война дает еще подземную и ночную жизнь.
но не ночную жизнь в плане там клубов развлечений, как было там до войны, и кто-то, может, вспоминает это, а в плане там, не знаю, постираться, сходить в магазин, ну или в каком-то таком, да, наверное, виде имеется в виду. А, в чем план? Ну, смотрите, мы долго говорили, что некая катастрофа, и в принципе это логично. Ну, вот как война отменила ковид, причем везде, так какая-то вот другая катастрофа может отменить войну. Ну, войну нет, но военное положение, видите, понемножку пытается отменить. Что это за комплекс, вот если с позиции именно государственного управления, комплекс решений? Ну или, как бы сказано, для красного словца. Не, на самом деле чрезвычайная ситуация в энергетике, то есть это, ну, и прям прописанный комплекс решений, который влияет и на перераспределение, и на управление электросетями. То есть, по сути, в данном смысле, если мы правильно понимаем то, что введено, да, и то, что озвучил Зеленский, это не только комендантский час– это ручное управление Укрэнерго сетями и распределением нагрузки. То есть, по сути, да, рыночные механизмы выключаются, и включается ручное управление со стороны Укрэнерго. То есть, тут привет и частным держателям, да, электричества в Украине. Тоже может быть, кстати. То есть, посмотрим, на что это повлияет. Дальше это приоритетность распределения электроэнергии. То есть, в приоритете будут в первую очередь объекты критической инфраструктуры, государственные, я думаю, военные в первую очередь, дальше, возможно, какие-то больницы, то есть туда будет направляться остаток инфраструктуры. Это будет жесткий график отключений, то есть это будет системный блэкаут. Это не будет там, вот как есть там, да, суточный блэкаут, там несколько часов, нет. Не в приоритете, то есть что такое чрезвычайная ситуация в энергетике, будет определена четкая приоритетность. И в этой четкой приоритетности частный сектор и домовладения не попадают. То есть людям необходимо готовиться к тому, что спасение утопающих– дело рук самих утопающих, если государство берет в ручное управление энергетический сектор. Вот что необходимо, ну, что я сейчас понимаю, исходя из озвученного. Но, опять-таки, это классический подход. Что Зеленский вкладывает, да, в чрезвычайную ситуацию и в какие у него подходы, потому что из озвученного мы слышали, что, значит, могут пересмотреть комендантский час, чтобы люди могли добраться до пунктов незламности либо обогрева, да, тут тоже возникает сразу вопрос. А достаточно пунктов обогрева и пунктов незламности, чтобы такое количество домовладений, которые отключат от электричества, от обогрева, смогли там поместиться? Тут уже вопросы к местному самоуправлению, да, тут как бы и Кличку большой-большой привет. То есть, если мы говорим про город Киев, который сказал, что необходимо покидать город Киев. Привет Марцинкиву, да, в Ивано-Франковску, который тоже сказал, что скоро будет каюк, 4 градуса в лучшем случае в квартирах, поэтому, типа, ну, как-то вот думайте, что будете делать, да, то есть это великий градоначальник. Я хочу, чтобы наш зритель услышал и понял, кого выбрали в управляющих, да, городами. То есть люди констатируют проблему, но не предлагают решения. Все, ну, покиньте город, да, куда покиньте? Если у тебя есть родственники какие-то в деревне, да, это хорошо, ты можешь покинуть и там протопить дровами группку. А если у тебя нет родственников? Сейчас же не Советский Союз, что у каждого дача есть, да, у молодых людей, которые сами себе покупали квартиры, недвижимость, им дачу никто не давал. Кто-то, кто смог там, да, обеспечить себя какими-то загородными домами, успел, это хорошо, а большинство же не смогло. Большинство живет в городе, и это единственная его недвижимость, и то ипотечная, в которую он вложил кучу денег, да, там однокомнатная или двухкомнатная квартира, и он сидит и мерзнет в ней. То есть, как для этих людей, да, какой план действий? Этот план действий не озвучивается. Были подогнаны Киеву эвакуационные автобусы, да, но а дальше что? Ну, почему не сказали, куда будут людей эвакуировать, сколько этих автобусов? Если говорят, там 400 домов без электричества, мне кажется, гораздо больше, чем 400. Они любят занижать цифры. Если путепроводы обледенели, да, полностью, то есть это что же как бы такой немаловажный момент.
Поэтому в данном случае чрезвычайная ситуация, мне кажется, что государство распределит просто электроэнергию на свои нужды, на первичные нужды, а в первую очередь это оборонка будет, а все остальное в порядке очереди. И люди в очереди где-то самые последние будут стоять. Бизнес даже раньше. Ну, школьникам сказали, также студентам. Вот, кстати, видите, как меняется что-то в парламенте. Они вот не проголосовали отмену отсрочки для учащихся старше 25 лет. Ну, студентов имеется в виду, средних, высших учебных заведений. Однако вот этот переход на дистанционку, он же тоже такой специфический. То есть ты сиди дома, как бы возле камина, который соорудил из 4 кирпичей и газовой горелки, и включайся по интернету, так сказать, ну, в общем, впитывай знания. Школьник ты, студент ли. То есть и удаленка преподносится как какое-то благое решение проблемы, да, где это возможно. А, Мы не просто заходим в какую-то деградацию, мы, кажется, вообще теряем целые узлы. И коммуникационное, и государственное, и производственное, и образовательное. В общем, получается какое-то обрушение. Но как это влияет на войну? Как это влияет на договоренности, которыми, давайте откровенно, не пахнет? Зеленский, конечно, в каждом обращении упоминает, что он слушает Умерова, он к нему ходит, рассказывает. Ну, такое ощущение, что, знаете, он там пришел, доложил, потом еще раз пришел, ой, что-то вспомнил, да, что-то важное, упустил, давай еще раз схожу, доложу. Он постоянно говорит об Умерове, о Трампе. Трамп занят своим, да. Фронт, сегодня сообщили, что продвижение в районе Запорожья, то есть это по Днепру, вот там, Степногорск и, как говорится, на север, да. Вот как бы потихоньку, но идет своим чередом все то, что на передовой, и не сулит ничего хорошего. Надо договариваться, а договариваться как бы не с кем. Кушнер и Уитков непонятно, когда летят в Москву. Есть ли о чем говорить условно американцам и россиянам в контексте этой войны? Такое ощущение, что, ну, как бы, если бы было бы как что-то тайное, да, ну, что-то бы просочилось, ничего не просачивается. Какое-то безвременье, что ли, в отношении завершения войны. Почему? Ну, как мы с вами уже неоднократно говорили, да, и в данном случае эти прогнозы, к сожалению, они сбываются, да, что война затягивается. И вот прогнозы, например, Каменецкого, да, сегодня 15 число, кстати. Мы с вами обсуждали, я в вашем эфире говорил о том, что это ничего общего с действительностью не имеет. Нет предпосылок. То, что кто-то кому-то сказал, это очень хорошо. Предпосылки должны быть. А эти предпосылки, они всегда видны по косвенным признакам. В данном случае нет никаких косвенных признаков, что война будет завершаться. Даже Дональд Фредович сделал заявление о том, что Зеленский, да, не хочет идти на мирное соглашение. То есть это слова Трампа. То есть он уже не говорит, что это Путин не хочет. Он говорит о том, что Зеленский не хочет. Это тоже очень важный звоночек. С учетом того, что происходит на геополитической плоскости. И мы это тоже обсуждали, собственно говоря. Выстраивается определенная конфигурация договорника, в которой участвуют геополитические игроки. В данном случае это видно и по Латинской Америке, это будет видно и по Восточной Европе, и по Азиатско-Тихоокеанскому региону, и по северной части тоже мира, да, о котором сейчас идет речь, и о Гренландии, и все остальное. И тут Украина как бы является частью этой схемы, да, частью этих договоренностей, и в данном случае они будут работать, ну, в конце 26 года, либо в начале 27 года. То есть после выборов в Конгресс Трампа, после его укрепления. То есть в данном случае есть определенные договоренности, которые просматриваются по косвенным признакам, что геополитические игроки, может быть, где-то скрипя зубами, по тихому согласию помогают Трампу укрепиться у власти для того, чтобы та линия, которую он ведет на мировом уровне, вот она дальше продвигалась, и чтобы неоглобалисты не смогли взять реванш. Это выгодно всем. Вот, поэтому в данной конфигурации украинский кризис будет завершаться после выборов в Соединенных Штатах Америки. Но не нужно списывать со счетов и Британию, и Францию, и Германию, и коалицию
желающих, стремящихся или могущих, я уже не знаю, как они там называются, да, вот эта коалиция будет всячески цепляться за Зеленского, за украинский кризис, за продление кризиса, будет очень патриотическую тираду втирать всем, рассказывать о том, что нельзя не идти ни на какие капитулянские соглашения, то есть любые компромиссы – это капитуляция, то есть такую риторику мы скоро услышим, и она будет поддержана Европой в первую очередь, потому что для Европы, которая понимает, что в новом геополитическом раскладе ее прямо обозначили как блюдо на столе геополитических игроков, и Трамп это даже записал в стратегию нацбезопасности, когда указал, что это уже не союзник, да, а противник мира, с которым необходимо тоже решить. Европа понимает, что единственная консолидация ее возможностей, ресурсов, да, сокращение расходов на внутренние потребности и выделение этих расходов для военно-промышленного комплекса – это Зеленский, это его линия, это продолжение войны. А какой будет предлог объяснения, то есть да, идеологическое объяснение, ну, по Марксу, в общем-то, идеология – это ложное сознание, это объяснение для масс, почему политики действуют так или иначе. То есть они идеологией прикрывают какие-то свои коммерческие, экономические интересы. В данном случае будет объяснение, что нельзя сдаваться, что еще чуть-чуть нужно потерпеть, нужно мобилизовать больше людей. Вот не зря же Федоров выступал и сказал, что в Украине 2 миллиона мужчин с проблемой, да, с военкоматами. То есть они там, у них неправильный учет. То есть перед ним стоит задача разыскать этих мужчин. Дальше он про СЗЧ сказал, что еще плюс 200 тысяч человек в СЗЧ. Он, конечно, коряво высказался, он сказал 200 тысяч, но мы же слышали там несколько месяцев назад, до того, как прокуратура закрыла данные, что их было 500 000, да, их не может стать 200 тысяч, что 300 тысяч вернулись обратно в части, я в это не верю. Это из этого бы сделали такую медийную кампанию, что вот возвращаются с СЗЧ мужики. Поэтому будут отлавливать. У них задача, у европейцев, это последняя возможность, это последний аргумент для того, чтобы удержаться как центр притяжения, как геополитический игрок. Иначе они просто рассыпятся. Опять-таки, стратегия нацбезопасности США. Помощь к приходу правым политическим силам в Европе. Там это записано. Патриотическим там записано. Но мы понимаем, что под патриотическим Трамп понимает правых в Европе, таких как Орбан, Фица, да, и другие. Сейчас мы видим, что происходит в Чехии, то есть какие там настроения, как Польша реагирует, как растет там рейтинг той же АДГ, да, и это все будет подогреваться американским госдепом, как раньше было принято говорить, они будут содействовать для того, чтобы эти партии сказали: стоп, ребята, хватит отдавать Ну, это какой-то же Урсуле. противоречие. Вот вы вот Противоречие в чем? смотрите, да, я хочу просто, чтобы вы растолковали. Вы говорите о том, что Европа на столе, но Трамп хочет, чтобы пришли к власти правые, которые поднимут условно Европу. Так если задача обезжирить, раздеребанить и разорвать Европу, то зачем тогда поддерживать те силы, которые как бы сделают Европу снова великой? Это один момент, а второй принципиально важный, как бы уже второй день обсуждающийся элемент вот этого пазла, который тоже как-то не вставляется в общую картину, обрисованную вами, это то, что Мелани и Макрон там, в общем, ну, там обсуждают Драги, Стуба, в общем, начинаются как бы такие прям выборы переговорщика с Путиным. Я почему-то больше чем уверен, что в Москве с радостью примут, представляете, переговорщика от целой Европы для того, чтобы с ним тоже, как с Виткофом в свое время, по 4 часа посидеть и рассказать про Рюриковичей и про первопричины войны. Но если мы посмотрим вот просто под другим углом на происходящее, а, во-первых, объясните противоречия, и да, вот если под другим углом посмотреть, то возвращение Европы к балансу, ну там, зажиточности, назовем так, баланс зажиточности или там к весу геополитическому возможен только при нормализации отношений с Россией. Без этой нормализации, ну, вот будет происходить то, что происходит. А здесь нет никаких противоречий. Это просто диалектика, по сути. Да? Для того, чтобы ослабить, необходимо усилить.
Вот. И в данном случае для того, чтобы ослабить единый центр принятия решений, то есть в данном случае Европейский Союз и Британия как такая приблуда со стороны, ну, которая руководит процессом, да, в Европейском Союзе, необходимо усилить национальное государство и посеять там настроение патриотического характера, которое скажут, что Европейский Союз и политика, выбрана над государственной настройкой, ведут к деградации и к забвению национальных государств и вообще всей системы экономики в каждом государстве по отдельности. А здесь все очень просто. Кулак ломать тяжело, а по пальцу гораздо удобнее. В данном случае, усиливая национальное государство, когда они приводят к власти правые политические силы, они запускают тенденцию раскола внутри Европейском Союзе. То есть эти силы будут тянуть одеяло на себя. И у Трампа нет задачи уничтожить или полностью аннигилировать Европу в экономическом или в политическом смысле. У него есть задача уничтожить геополитического игрока, то есть геополитический центр притяжения. Трампа вполне устроит отдельная Италия, отдельная Испания, отдельная Франция, отдельная Германия, да, страны по отдельности, с которыми будут иметь, во-первых, внутренний рынок, с которыми можно торговать на условиях геополитического игрока с подданными, и которые не будут вмешиваться в мировую политику с позиции равнозначного соперника, либо равнозначного союзника, которым они сейчас хотят стать. Поэтому здесь я не вижу никаких противоречий, то есть это действие уничтожения единого центра и разобщения на несколько мелких центров, с которыми потом гораздо легче будет справиться, и в данном случае это проще всего сделать через укрепление национальных правительств и национальных государств. Что касается второй части вопроса, да, напомните, о чем? Ну, как бы отношениях с Российской Федерацией Насчет отношений, да, и вот насчет этой отношений. встречи, да. Да, насчет отношений с Российской Федерацией в экономическом смысле, конечно же, это ну, единственный вариант, при котором национальное государство, в первую очередь, они смогут существовать в будущем, да, получая хоть какие-то энергоресурсы и держать на плаву экономику, и, собственно говоря, держать внутренний рынок, который также интересен и Востоку, и глобальному северо-западу, да, если говорить там про Соединенные Штаты Америки. В данном случае мы понимаем, что то, что произошло между Европой и Россией в экономическом смысле, нанесло непоправимый урон европейской экономике. С этим уже никто не спорит. Данные Международного валютного фонда, отнюдь не пророссийской организации, каждый год подчеркивают стагнацию, да, национальных экономик Европейского Союза. И то, что они пытаются покрывать дырки через европейский бюджет, где-то латая, да, где-то перекрывая одним государством другое, это в долгосрочной перспективе приведет к экономической деградации и к экономическому забвению. Поэтому, конечно же, эти страны, они рассматривают возможность в будущем этого сотрудничества. Более того, то, что делает Мелани, Макрон, да, я в этом тоже не вижу противоречия, они пытаются перехватить инициативу. Они понимают, что Трамп торгуется с Путиным. Они понимают, что он что-то Путину предлагает Си Цзиньпину. Почему они думают, что они не могут что-либо предложить, да, для того же Путина, для Си Цзиньпина? То есть почему они не могут перехватить инициативу с их точки зрения, да? То есть я не говорю о том, что такая инициатива будет перехвачена. Вот они будут всячески пытаться сорвать эту игру. То есть им главное, как союзникам неоглобалистов, как союзникам, да, и неотъемлемой частью противников Трампа, сорвать игру Дональда Трампа, сорвать эту игру всяческими методами. Ради этого они готовы пойти на многое. Они Даже к готовы Путину? даже к Путину, да. Только вопрос в том, готов ли Путин, да, с ними там что-то заключать после того, как они налаживают отношения с американцами. Кто для Путина более понятный партнер в данном смысле? То есть это тоже как бы необходимо будет понять. Вот. И насколько Российская Федерация захочет, да, или какие условия будут предлагаться теми же европейцами, тоже немаловажно. Как бы, и поэтому они будут сейчас всячески пытаться договориться, но не будет того центра, который был угрозой для США. То есть не будет концепции единого континентального пространства, да, условно говоря, от Лиссабона до Владивостока.
как Европейский Союз, единый центр, так и там Китай и Россия, например, да, и в этом смысле экономическая какая-то коллаборация и объединение. Тогда это был бы карачун для Соединенных Штатов Америки. Они прекрасно это понимают, и они этого не допустят. Если они не смогли сломать этот план, условно говоря, ну не план, тенденцию, да, давайте так, плана никакого не было, тенденцию эту сломать не смогли на поле битвы, да, с Российской Федерацией, чтобы убрать Россию с поля как игрока, то они сейчас решили, ну так если с русскими не получились, так давайте мы европейцев уберем. Суть-то от этого не меняется, все равно будет разобщение. А то, что там какие-то национальные правительства будут иметь торговлю, так американцы же хотят зайти даже в транзит газа с России в Европу, контролировать те же северные потоки и прочие. Эти проекты звучат, и они с удовольствием поучаствуют как транзитер, там, где поставят свою маржу, и будут регулировать даже дешевый трубопроводный газ. Европейцы будут покупать по тем ценам, да, условно говоря, по рыночным, да, а рынок будет диктовать не ВТО, да, а США. Вот и разница, вот и подходы Америки, которые они сейчас пытаются воплотить в жизнь. Иран как тема, как цель для Трампа, ну что-то заглохло. Что-то вот что-то такое происходит. Выходит довольный министр иностранных дел Ирана и говорит, ну, мы не убивали протестующих, там террористы затесались в ряды протестующих. Ну и, собственно, вот так Трамп выходит, говорит, да, ну, смотрите, мы с ними поговорили, будем следить, проверять информацию. Все, убийства прекратились. Ну, Нобелевскую премию самое время давать Трампу за, собственно, как это, за то, что он остановил кровопролитие на протестах в Иране. Получается, претензии к режиму Аятоллы, к власти, действующей в Иране, ну, вроде как не сняли, но поубавились. Соответственно, вот как бы довели до предела, до самой черты, позакрывали аэропорты, поубирали там с баз военных. Ну, то есть мы это вот прошлой ночью и даже немножко с утра мы это вот наблюдали. Самолеты взлетели, самолеты улетели, передислоцировались, РЛС на Кипре включили, Израиль бьет копытом, разворачивает ПВО «Железный купол» и там другие свои системы, ПРО. Ну и все. Ну, то есть побряцали оружием, а, судя по всему, договорились или еще нет? И означает ли вот это, ну, такая ситуативная, ну, скажем, перемирие или, да, или остановка вот этого разогревания темы Ирана, что ударит-то резко и неожиданно, ну, вот как Мадуро. Вчера вроде спать ложился в своем, скажем так, в своей постели, а проснулся уже вот в В вертолете. Гуантанамо, да. Да, и в вертолете, и, в общем-то, уже судебные процессы. Здесь, кстати, очень такой показательный пример Мадуро, потому что до того, как его захватили, был разговор с Трампом, вот, и они поговорили, и Мадуро потом выступил, потом даже танцевал, да, он говорил, ну, мы поговорили, Трамп сказал, там, что вот президент Мадуро, я ему президент Трамп, то есть там взаимное уважение выказали, да, а дальше что? А дальше прилетели вертолеты, взяли Мадуро и увезли, и определили его где-то рядом с Пи да, или с кем там он там сидит, собственно говоря, и показал Трамп свое уважение к Мадуро. Вот, здесь бы я тоже не делал поспешных выводов, да, из того, что происходит в Иране. Уж больно интересно это государство для Соединенных Штатов Америки. И интересно оно очень давно, начиная там с 53 года, как американцы туда зашли, да, когда Моссадека свергли, вот, и заканчивая тем, что после 79 года, после исламской революции, и американские, и британские корпорации, они спят и видят, чтобы вернуть контроль над Ираном и над добычей нефти, потому что третья страна в мире по запасам нефти. А самое важное, даже не только запасы нефти, еще что это первая страна-поставщик нефти в Китай. То есть это определенный контроль. Конечно, было бы выгодно для американцев поставить там правительство, с которым можно вести договоры. И это отнюдь не правительство Аятолда Хаменеи, либо другого Аятоллы. То есть неважно. У них на идеологическом уровне, да, Америка записана главным врагом, шайтаном, с которым нельзя вообще никак договариваться и вести какие-либо переговоры. Хотя Иран неоднократно грешил и грешит этой возможностью и договоренности. Да, прямо, конечно, никто так не скажет, но мы неоднократно видели, да, когда, и это в 2019 году была история, при которой
уже начались бомбежки, американцы ударили, потом Иран должен был отвечать, но не ответил, упал самолет, и тема замялась, переключилась. Потом та же история была вот буквально год назад, если не ошибаюсь, да, ну год же назад американцы нанесли удар, или меньше, чем год назад, нанесли, меньше, летом это было, да, нанесли удар по Ирану, вот, и дальше как-то тема замялась, забыли. Там до сих пор существует очень сильное оппозиционное течение. Очень много политиков, которые не могут прийти к власти, потому что режим аятоллы просто не согласовывает их, не пропускает, хотят прийти к власти. И для этого они готовы и родину продать, да, и стать подданными американцев, и признать сына Шаха Пехлави, да, для того, чтобы он всеми управлял. То есть они готовы пойти на это ради власти. Вот. И огромное количество людей, которые тоже там и недовольны, да, и с ними работают, и по технологии шар поработают, да, по технологии и методичкам цветных революций их тоже качают. Вот. Тут единственный нюанс есть. До сих пор вот я не могу понять, да, нужно еще сильнее углубиться в процессы в Иране. Если американцы нанесут удар, это сработает на руку протестующим или наоборот консолидирует вокруг правительства людей. То есть тут такая очень тонкая грань и тонкая нить. Поэтому, мне кажется, сейчас они сами решают, стоит это делать или не стоит. И мне кажется, что до конца решение по Ирану еще не принято. Но то, что оттуда британские дипломаты, американские дипломаты эвакуировались, это говорит о том, что ну, палец у Трампа уже возле кнопки. Ну, не ядерный, конечно, да, но другой. Очень интересно. Трамп высказывается по поводу своих претензий на Гренландию. Говорит, она нам нужна для национальной безопасности. Я говорил с НАТО. Рютте, да, как бы тоже там хочет каких-то решений, что-то предпринять. Короче, замазал Рютте уже в этот весь вопрос. Тема такая достаточно эмоциональная. Если Зеленскому легко поддерживать, условно, народ Ирана, да, и надо менять режим, там Мецола выходит из Европарламента, тоже говорит, 26-й год, год падения диктатур. То есть по Ирану вроде как все понятно. Ценности, помощь в пути, пишет Линдси Грэм, ничего не остановилось. То как-то с Гренландией, вот правда, какая-то тяжелая история. Китайцы и русские будут в Гренландии, если, собственно, да, американцы не зайдут. Плюс все уже говорят, помните, шутка была такая в украинской политике, что мы бы очень хотели бы, ну или как анекдот такой, да, что давайте объявим войну американцам и сдадимся, давайте станем 51-м штатом Америки. Не, смотрите, там уже пошел счет. Уже назвали 52-й штат. Это Исландия. Значит, хочет стать послом, кандидат на позицию посла в Исландии от США, так и заявил, говорит, нам надо сделать так, чтобы Исландия стала 52-м штатом. Короче, пошла жара. Но куча шуток и прибауток скрывают, наверное, реальный интерес американцев за этой территорией и очень серьезный удар, давайте я так выражусь, по монархиям. Ведь то, что мы сейчас наблюдаем, ну, например, как перед Трампом все стелятся, да? Все стелятся, но делают по-своему. Ну, в принципе, это мы наблюдали на протяжении там, последних там, полугода, года, да, вот год президентства Трампа со дня инаугурации, да, вот, и мы понимаем, что, ну, да, все ему говорят, кивают ему, а делают по-своему. Меняется, потому что уже как-то сказать резко нет после того, как год ему кивал, ну, уже тяжело этим европейским лидерам, да, вот этим всем. И вроде как монархии, глобалисты, европейские, британские, они вроде как вот в оппозицию встали. Но тут как бы не попрешь с открытым забралом. Такое просто вот так простроено сейчас. Если вот так вот подытожить, ну, например, год подытожить Трампа геополитически, то мы, в принципе, это и наблюдаем. Поэтому он с 26-го так и стартовал. Заберут Гренландию американцы и как? Что вы думаете? Насчет монархии, да, ну, можно по-разному называть этот конфликт Трампа там с неоглобалистами, например, конфликт республики с монархией, то есть суть как бы от этого не меняется. Действительно, и старая аристократия, представители бизнес-клана, ведь их семей, которые в Европе
управляют и назначают своих чиновников как на местном уровне, так и на государственном, они в конфликте с Трампом. То есть они прекрасно понимают, что их умножают на ноль, их величие, их возможности. И в Европе, если не ошибаюсь, пусть зрители поправят, около 12 монархий осталось до сих пор. То есть как бы они там еще существуют, но датское королевство, да, там конец всем сподеваниям, в общем-то, как писал известный украинский письменник, да, нашего времени, оно не способно противостоять Соединенным Штатам Америки, да, и, ну, как бы, во-первых, оно в составе НАТО, это раз. То есть никакое НАТО не включится в борьбу с Америкой. То есть, ну, это смешно будет. И тогда карачун всему НАТО, потому что все НАТО зависит от США. Как крути, как ни крути, Трамп в этом смысле искренне прав, когда говорит, что без нас вы никто и ничто, что эта организация сама по себе без Америки существовать не может. Трамп очень ярко и красноречиво описал военные возможности датского королевства. Да? То есть он сказал, что две упряжки с собаками. То есть это вся армия Дании. То есть это об этом говорит Дональд Фредович. Поэтому говорит о том, что вот у них с 1956 года существует указ, по которому им не надо ничего согласовывать с верховным руководством, и сразу армия может давать отпор загарбникам. Это все комедия. Никакая армия ни с кем там вступать в конфликт не будет. Американцы возьмут и заберут Данию, говорю, Данию, вот, заберут Гренландию, да, и заберут ее к лету, потому что летом, ну, я здесь согласен с моими коллегами, что летом все-таки очень большая знаменательная дата. Вот, это 250 лет со дня основания Соединенных Штатов Америки, и как раз в пору для Дональда Фредовича сделать такой большой-большой подарок для своего государства, для своих граждан, и показать для избирателей, что, дорогие друзья, вот посмотрите, есть Дональд Трамп, собиратель земель американских, который возвращает даже то, что никогда не принадлежало штатам. И с Вне, другой вне, стороны, в неродную гавань. в неродную гавань, да, но тем не менее возвращает и собирает. И есть, с другой стороны, демократы, да, олицетворением которых является Джо Байден, портрет которого он заменил в Белом доме, да, на авторучку. То есть, как бы, ну, с таким, да, это даже не тонкий стёб, это какой-то очень грубый такой стёб, да, но Дональд Трамп себе это позволяет. То есть, он покажет американцам, вы хотите иметь сильную страну с лидером, которого боятся, уважают во всем мире, которому не противоречит ни Си Цзиньпин, ни Путин, там, да, ни Моди, никто остальной, когда я всех могу поставить на место, я могу забирать целое государство, присоединять, я могу менять правительство, похищать президентов, говорить, что теперь там наша власть будет стоять. Или вы хотите тех, которые здороваются с родственниками там четвертого поколения в обратную сторону? То есть вам, ну, какой президент нужен? То есть на кого вы хотите ориентироваться? Мне кажется, что его стратегия, да, на выборы именно республиканцев заложена именно в этом. А в данном случае Гренландия 100%, я в этом уверен. И он об этом сказал. Он сказал, что мне не важно, как это будет. Мы их купим, а если вы не хотите продаваться, ну так это ваши проблемы. То есть в данном случае Америка, ну, чуть ли не впервые искренняя. То есть она не прикрывается, что в Гренландии пингвинам там демократия нужна, да, либо что Дания это монархия, они хотят республику, потому что монархия пережиток прошлого, и вообще там ущемляют права, не знаю, коренных гренландцев там, да, либо еще кого-то. Он говорит, ребят, нам эта земля нужна стратегически, потому что здесь будет там Севморпуть, там будут русские, там будут китайцы. Мы должны контролировать. Поэтому, Дания, давай, ты отсюда уходи, мы эту землю забираем. Насчет Венесуэлы. Он там, ну, поговорили еще, диктатор, не диктатор. Он говорит, там нефть наша американская, которую Чавес отнял у нас. Наши компании, которые там работали. У нас сколько заводов построено под эту нефть. А Чавес, ну, вдумайтесь только, взял и национализировал эту нефть, которая, по всей видимости, была американская. Да? Просто об этом венесуэльцы не знали. Вот. И здесь он правду говорит. То есть, как вот они действуют, да, вот они действуют так, как они думают. И он не прикрывает это. Он говорит, я сильный и я могу. То есть, Трамп фактически вводит новый революционный метод, который, ну, который не был воплощен там, с момента распада Советского Союза, да, и с момента там, холодной войны, когда Америка была за демократию, была универсальная либеральная модель против диктатур. Сначала все вместе победили
нацистскую идеологию Третьего рейха, потом начали бороться с коммунистической идеологией Советского Союза тоталитарной, победили и стали самой главной идеологией, то есть либеральной. Это значит, что американская мечта, все должны действовать как Соединенные Штаты, ну, не как Соединенные Штаты, как скажут Соединенные Штаты Америки, то есть вот есть целая сводка правил, поэтому если ты по этим правилам не действуешь и их не придерживаешься, и они как культурный сектор, так и экономический и политический затрагивают, значит, мы йдемо до вас. Была когда-то такая реклама в Украине. Тайт, мы йдемо до вас. Ну вот, собственно говоря, они идут до вас. В данном случае до Гренландии. Только они уже не прикрываются. Нельзя сказать, что Дания не либеральная страна, и там нарушает какие-то права человека, да, по мнению американцев. Они понимают, что эта схема уже, она не нужна. Право сильного. Вот в чем революция в мировой политике. То есть они умножают на ноль неолиберальную универсальную идеологию, которую они насаждали по всему миру. Они говорят, у нас есть сила, мы делаем. У вас нет силы, вы не делаете. Трамп также опять качнулся маятником своих заявлений в сторону того, что Зеленский не хочет мира, а Путин как бы хочет. Ну, договориться, сделки и так далее. Закончить войну имеется в виду. А, Шатает Трампа из стороны в сторону. Это тоже, если так сухо смотреть, аналитически, безэмоционально, без вот этих всех модных достаточно, а, ну там, да, там от Трампа деменция, Трамп старик или там, например, еще какие-то моменты. Ну, это переговорная стратегия. Все четко видят, да, нужно шатать, когда ты две стороны усаживаешь за один стол, ты говоришь, ты негодяй, потом ты негодяй, а потом опять первый, а потом второй, и вот так по кругу до того, как сблизить эти стороны, для того, чтобы, ну, собственно, все решилось. Вообще, конечно, странное как бы заявление. Смотрите, Зеленский же и переговоры провел, и в Париж съездил, и 20 пунктов, и гарантии, и проработка. И на следующей неделе вот засобирался к Трампу финализировать процесс. Ну, об этом он рассказывает нам все последние дни. А все равно он не хочет мира. А он говорит, а я хочу мира, я вот хочу, Россия не хочет. То есть вроде как мяч был на стороне Зеленского. Все на мази. Смотрите, Европа, Америка, они договорились. Витков рассказывает о том, как восстанавливать будет украинскую экономику BlackRock. Ну, да, то есть уже есть план восстановления. Класс. То есть Америка снова за Украину. А тут тебе такие заявления. Россия, причем всю дорогу молчала, да, говорит, ну мы... Приедет к нам Витков, и Витков с Кушнером как бы в Москву непонятно когда поедут, я говорил об этом выше. А виноват, получается, опять Зеленский, хотя вроде как Москва, ну, в общем-то, ну, не шибко там заявляла. Орешником, правда, влупила. Но, ну, Орешник и Орешник. Все же проморгали его. Все же так подумали, что, ну, это вот опять в поле, опять вот это непонятно куда. Орешник позорище, посмешище. Ну, вот депутаты отдельно там и аналитики украинские говорили. Но вроде как все должно было быть хорошо. А почему так? А если Зеленский виноват в том, что он не хочет на данном этапе мира, то Трамп, как Трамп, который победил Иран и их протесты, который уже почти у него Гренландия в кармане, как вот такой человек не может уговорить Зеленского? Почему? Тут, кстати, тоже такая интересная история. Вот, например, с тем же BlackRock. Ведь BlackRock являются далеко не союзниками Трампа. То есть BlackRock – это как раз союзники тех, против кого Трамп борется. Даже не союзники, это составляющая часть той системы, с которой сражается Трамп. И вот он им обещает, ребята, вы, говорит, успокойтесь, все будет хорошо, вы будете останавливать Украину, сейчас 800 миллиардов возьмите, да, заплатите, да, за это, а потом будете восстанавливать. Я вам такую возможность организую, да, и это вообще не будет проблемы. До этого, кстати, Трамп вел подобный же разговор с Урсулой фон дер Ляйен, что вы не переживайте, мы вас не кинем, то есть мы будем вас поддерживать, но если вы сейчас подпишете контракты, если вы не подпишете контракты, то мы вас раздеребаним и будем вообще вместе с русскими против Европы вести свою игру. Урсула подписала, если вы помните, да, 750 миллиардов закупка энергоресурсов американских, дальше 600 миллиардов инвестиций.
В общем, потом Трамп сказал, подписали, молодцы. Вот, оказанная услуга услугой не является, да, то есть вы уже сделали все, что мне надо. Та же история с BlackRock, то есть он вводит их за нос. Что касается Зеленского, в данном случае если рассматривать ситуацию с точки зрения того, что идет глобальная игра и глобальный договорняк, Зеленского постепенно будет американская администрация демонизировать и делать из него козла отпущения. Как будто Зеленский лично не хочет договориться, даже не окружение. Вы же посмотрите, выбивается то окружение, которое ориентировалось на Британию, на МИ-6, на Зеленского, на Ермака, и ставится окружение, да, в данном случае силовиков, которые ориентируются на Соединенные Штаты Америки. То есть подготавливается определенная почва, в случае чего для перехвата власти и для транзитной политики в будущем. То есть Для этого вы думаете, что Буданов за этим в офисе? Я не знаю, зачем Буданов в офисе, но тенденция, да, то есть я вот не буду сейчас по личностям говорить, потому что у каждого свои могут быть интересы сопутствующие, да, но тенденция того, что американцы расставляют фигуры, которые ориентируются на США, говорит о том, что будет все-таки осуществляться транзит, но транзит не сейчас. Транзит этот будет осуществляться после выборов в Соединенных Штатах Америки. В данном случае Зеленского будут постепенно мазать грязью, да, которым, в принципе, сам мазаться рад, что он против, что он за войну до останнього, да, и неважно, чем это обернется для страны, какими потерями, территорий, людей, да, вообще будущего. Ну, в данном случае энергетика – это очень серьезный сектор, без которого государство просто существовать не может. Ну, это первобытное общество, да, может существовать без электричества, государство не может в 21 веке. То есть очень большую цену Зеленский платит за нахождение при власти. И Трамп будет постепенно об этом говорить. В данном случае, конечно же, это и часть переговорного процесса. Его же вполне устроило бы, если бы Зеленский согласился на те позиции, которые он диктует. Но Зеленский, судя по его действиям, уж больно в цепких лапах Британии, МИ-6 и коалиции стремящихся находится. Да? То есть у него он линию свою выбрал, то есть он ее не меняет. Не знаю, почему он такую линию выбрал и что ему Томас Мур тогда рассказал, да, в кабинете, когда он к нему приходил в гости. Вот, и что ему там Митревели сейчас передает, да, и другие там его коллеги, там, и в том числе Стармер и Макрон, да, чем его держат и за что его держат. Но, тем не менее, он линию держит именно про европейскую, не про американскую в данном случае. Потому что, ну, про американская поменялась. Раньше это была одна линия. Вот обстоятельства изменились. Поэтому, конечно же, в такой конфигурации Зеленский будет виновным, да, виноватым в том, что мир не подписывается. И Трамп, и его окружение будут опять волнообразно, да, то есть то он будет хорошим парнем, то он опять во всем виноват, то опять, ну, вполне себе неплохой парень, да. Надо же и в русских камень тоже бросить, потому что, ну, не дай бог заподозрить в том, что есть какие-то договоренности, и тогда демократы это используют против самого Трампа. Это тоже репутационный риск, ему не надо, его боятся. То есть он не договаривается, он для своего избирателя хозяин мира. Он не агент Кремля, он не агент Пекина. То есть это надо понять. То есть он хозяин. Они все вот вокруг него, а не он возле них. То есть они даже не ровня с точки зрения того, что он пытается подать сейчас для своего избирателя. И эту стратегию ему необходимо придерживаться, да, и выдерживать. А для этого подобные действия будут происходить. И где-то к концу 2026 года мы увидим, как Зеленский станет одним из самых главных мировых злодеев. К концу какого года? Текущего. 26-го, да. Мгм. Потому что тут такой же момент. Ну, опять-таки, все по срокам, все по времени, все по... Ну, опять, я вот не понимаю, вот если возвращаться, как мы вначале обсудили, да, вот эту чрезвычайную ситуацию, я не понимаю вообще, ну, если людям жить не в моготу, а выборы как проводить? Ну, то есть, э, понимаете, складывается такая какая-то очень интересная комбинация, где если Зеленскому и уходить, ну вот, но не через выборы. То есть, вот смотрите, очень же важный момент, да, вот сейчас Сенат
голосует. Короче, не поддержали они поправку о том, что, в общем, Трамп никуда не лезь без разрешения законодателей. Ну, никуда не то, что в Венесуэлу, конкретно в Венесуэлу. Конкретно в Венесуэле. А американцы говорят, мы вот вводим свое управление. Вот, смотрите, раз, два, три, четыре, пять товарищей, они вот будут там контролировать ситуацию. Но власть вроде как тоже есть. Она вроде как тоже легитимная. То есть Мадуро нет, а легитимная, ну, признанная американцами, власть как бы есть. Получается, что, может, на это и расчет, на какой-то такой, ну, не электоральный, то есть без участия народа, политики украинской. Ну, а какой политики участие? Он даже Тимошенко, он на лапу берет, да, причем эти пачки денег в мире, где уже все как бы в крипте переброшено друг к другу по 150 тысяч раз, и, ну, все понимают, да, но доллар все равно главная резервная валюта мира даже вот в таких делах. Да. Доллар, хоть бы евро уже нарисовать. Нет, доллар, понимаете? И Зеленского поменяют на кого-то, а Трамп скажет, ну да, ну это же такая война была, столько дольше, чем СССР с Германию побеждали, да, нацистскую. Поэтому пускай годик-два порулят. А там, гляди, еще один какой-нибудь друг обзаведется еще одним каким-нибудь рудником с выплатой 2% от добытого. 2% от добытого. То есть это же прям Эльдорадо. Слушайте, я вот сидел и думал, подождите, какая классная сделка в деле у нас. То есть какой-нибудь друг обзаведется каким-нибудь объектом, да, чего-нибудь, может, тут что-то построит, и украинцев туда пускать не будут. Есть же такие объекты, есть такие заводы, есть такие предприятия. Ну, то есть собственник, все, огородили, а жители соседнего села им будут вешать лапшу на уши, что смотрите, как экономику поднимают какой-нибудь там хозяин. А они пройти, например, не могут к ставку, да, ну, к пруду. Ну, вот в таком духе. И этот трансфер некому будет оспаривать. Вот же главный момент. Некому оспорить. Человек с ружьем занят войной. Она не останавливается. Поэтому нужно войну продолжать, власть поменять, и потом сказать Путину: Путин, да, не выполняются твои условия, но мы уже вот поменяли Зеленского, а ты, значит, Россия виновата. Ну и продолжить, собственно, свою вот эту вот победную стратегию по обезжириванию в честь и во благо Америки. Может пойти по этому сценарию? С результатом не согласен, да, с конечной целью, потому что, ну, закончится то, чем они хотят обезжиривать. Да, если так дальше пойдет, тут как бы объективно необходимо математический запас прочности рассчитывать, и американцы это умеют делать лучше всех. То есть считать они точно умеют. Это государство, которое построено, да, на бухгалтерском учете, условно говоря. Вот. Но все предыдущее, да, по поводу транзита, по поводу того, как это будет устраиваться, вполне реальный вариант, при котором без Я не верю, что сейчас будут электоральные процессы. Ну, не будет. То, что они там пытаются, видимость создавать, какие-то законы готовят, что вот как-то будут кого-то избирать. А вот давайте, пусть все придумают, как Зеленский говорит, пусть парламент мне предложит, чтобы американцы не спекулировали. Это все в пользу бедных, это в пользу приезжих. На самом деле ничего не готовится. Зеленский никакие выборы проводить не будет. Поэтому, скорее всего, действительно готовится администрация, готовится американцами администрация переходного правительства. То есть будут, условно говоря, определенные, да, личности, неважно, это будут украинские силовики, которые ориентируются на Соединенные Штаты Америки, это будут советники, да, там, американские, это будут согласованные там и с другими геополитическими игроками определенные личности, это тоже вполне возможно, да, и они в определенном компромиссе будут осуществлять именно транзитный переход, ну, транзит системы, вот так вот более правильно, транзит системы. А дальше, после перехода, после транзита системы, будет все-таки электоральный процесс. Вот в электоральном процессе, ну, как я это вижу, опять, я ж не гадалка, да, и я не буду
там говорит, что будет именно так. Я в этом вижу определенную логику, да, что вот так было бы пока логичнее всего. Формировать тот же парламент определенного компромисса, в котором будут представлены политические силы, которые ориентируются на геополитических игроков. И в За котором... десяточку? Нет, за пятерочку, да. Вот. Вот за Вообще тоже парадокс, да? Вот слушайте, раньше такие миллионами ворочали. Ну, это Раньше... смешно, Александр, это смешная сумма. На самом деле 10 тысяч долларов для народного депутата за месяц фракционной зарплаты – это этот парламент, он ниже плинтуса. Я сразу скажу, я против любой коррупции, любых взяток, но я вам так скажу, друзья, но она была в парламенте, она была практически в каждом созыве. Да? Тут крутини. Я не говорю, что именно все депутаты грешили тем, что они брали, но есть определенные личности, которые состояли на жаловании, да, которые брали за голосование, но раньше десятку за кнопку платили, за один раз, за одно нажатие. И то десятка – это нижняя такса была. Сейчас же платят, да, фракционку. И это большая фракционка, раз Юлия Владимировна не просто своим она перекупает. Так что, друзья, задумайтесь, сколько платят внутри слуги народа. Там такса 5. Пятерка – это народные депутаты. Обмельчал нынче депутат. То есть они готовы родину продавать. С другой стороны, давайте посмотрим. За 5000 долларов. 5000 долларов, и я проголосую за все, что угодно. Вот народный депутат Украины, действующего 9-го созыва фракции «Слуга народа». Вот их ценность. Вот во сколько они оценивают жизнь украинцев, во сколько они оценивают патриотизм, во сколько они оценивают те же литиевые рудники, 2%. Ну, это же схема на лоха. Ну, это по-другому не назовешь. Это как в фильмах Жмурки было. Сережа, вас кинули, развели как детей, как лохов последних. Ну, что такое? У тебя есть рудник, американцы говорят, мы туда придем, 70% ты нам сразу отстегнешь, потом с 30% говорит, это тебе, это мне, это тоже мне, это тоже мне, это тоже мне, как Папандопола, да, в «Свадьбе Малиновке». Говорит, я себя не обделил. Вот эта схема и это отношение. Но это отношение возможно только исключительно к такой власти. А к такой власти другого отношения быть не может, если он за 5000 баксов торгует страной. То есть как с ним разговаривать? Какие проценты? 2% на всю банду и хватит вам, пацаны. Вы что, вы больше хотите? Вы кто? У вас грязь под ногтями. Вот как американцы смотрят на нынешний состав парламента. Дорогие друзья, вот кого мы выбрали. Да? Вот кто такие зробы моих разум. Не системные политики. Фотографы, Молодые хлопцы, да. блогеры, да. Да, вот, с пиджачками, которые на пальцы налазят и прочее. То есть вот такие они, несуразные. Поэтому для них пятерка, когда они думают, что Бога за бороду поймали, они ж этих бабок в жизни не видели. Они сейчас пришли, ничего себе, 5000 долларов, 10 Тимошенко дает, так это ж я себе куплю там это и компот, еще там жене, не знаю, что-то в придачу, якісь украшения, піду в золотий вік куплю там, да, и вот что главное, что там, где Зеленский снимался, это чтобы патриотично было. Ну, то есть сам факт того, что вот кто сейчас управляет, эти люди, ну, не могут управлять системой. Существует кибернетический закон Эшби, да, что управляющая система должна быть сложнее управляемой. Иначе управление невозможно. А в данном случае, вот посмотрите, вот совокупный Гаврилюк, да, условно говоря, да, сейчас можно любого взять со «Слуги народа», вот, и как-то назвать совокупным явлением действующего парламента. Ну вот то собаку продал, то пятерку взял, то еще что-то сделал. Ну, друзья, ну вот такая реальность. И вот они сейчас рассказывают о том, что они будут там потужно щось будувати, что они ПВО свое построят. Серьезно? Да, вот так и живем. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, подписывайтесь на Лазарева, телеграм-канал, YouTube-канал в описании к этому видео. Все как всегда. Поставьте, пожалуйста, лайк, не забудьте. Всем добра и света. Вот полмесяца пережили. 26-го года. Впереди еще 11 с половиной. Держимся.